go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые гибридные наушники от компании Zigat стоимостью $279. И приходят они в довольно крупной по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно Crescent, а еще здесь присутствует логотип компании и указана конфигурация используемых излучателей в этих наушниках. Ну а здесь уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера диаметром 10 мм, которые отвечают за воспроизведение, конечно же, низких частот, и два арматурных излучателя от Knowles уже отвечают за воспроизведение средних и высоких частот, но чувствительность составляет 102 дБ, и они получили низкое сопротивление 12 Ом, поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Но теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Гарантийная карточка. Набор пенных и два набора силиконовых амбушюр. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из черной смолы и имеют очень красивое уникальное оформление лицевой панели, где помимо абстрактного рисунка здесь имеется логотип компании. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а вот тут рядом находится единственное отверстие для компенсации, защищенное металлической сеточкой. А вот на внутренней части здесь указано название этой модели, есть маркировка канала и серийный номер моего экземпляра. Ну а звуковод у них, конечно же, металлический, имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. И, конечно, он был защищен металлической сеточкой. Ну а сидят в ушах эти наушники, конечно же, отлично, причем посадка у них точно такая же, один в один, как у Zigat Luna, глубокая, надежная и с отличным прилеганием и поистине шикарной звукоизоляцией. То есть в этом плане тут все одинаково и вопросов у меня никаких нет. Да и амбушюры и модульный кабель здесь точно такие же, как идут в комплекте Zigat Luna. И с ними эти наушники можно использовать без каких-либо проблем. Ну а приобрести гибридные наушники Zigat Crescent вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Zigat Crescent. Эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 2,5 кГц. Причем он идет очень ровно в паритете с моим таргетом, что не может не радовать. Да и высокие частоты тут можно сказать, что в этой ценовой категории просто рекордно хороши. Они максимально протяженные и не имеют каких-то резких пиков или провалов. И честно говоря, друзья, из последних наушников, что я вообще тестировал, эти наушники буквально идеально совпали с моим таргетом. Как будто они просто были сделаны прямо для меня. И к их тюнингу, конечно, у меня вопросов никаких нет, так как это буквально идеально сбалансированные гибридные наушники с очень нейтральным и теплым звучанием. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках Zigat Crescent сразу поражают своей чистотой, контролем и текстурой. Саббас здесь глубокий и плотный, но при этом он очень прозрачный и ощущается телесно. Добавляет хороший такой фундамент и объем всей композиции, но не давит на вас и не размазывается, как уже в некоторых басхедных наушниках. И в самых низких регистрах хорошо ощущается как его масса, так и глубина, и при этом мне нравится, что в целом в своей подаче он остается всегда очень аккуратным, без гула, рыхлости или какой-то лишней добавленной тяжести. А вот мидбас у Crescent особенно впечатляет, ведь именно он и отвечает за напор и хлесткую энергетику ударов, делая бас-гитару и бочку уже более выразительными и живыми. И, например, в быстрых треках он работает словно как точный импульс. Атака быстрая, ритмические акценты отрабатываются очень уверенно и точно, и он никогда не растекается, а всегда четко держит свой ритм, добавляя такого не
необходимого драйва и общей динамики. А вот уже, например, в каких-то более медленных, легких и атмосферных композициях этот мидбас как бы мягко обволакивает все пространство, создавая ощущение плотности и глубины, но при этом не теряя контроля и общей прозрачности в звучании. А вот текстура низких частот проработана очень детально и примерно на уровне топовых Zigat Luna и Zigat Arcanis, поэтому здесь вам легко различить, где начинается удар, как формируется тело ноты и как она постепенно затухает. А затухание, между прочим, очень плавное, естественное, без размазывания какого-то и без влияния на середину. И мне нравится, что саббас и мидбас в этих наушниках, они как бы работают вместе, создавая ощущение такого цельного и живого нижнего регистра, который поддерживает музыку и делает ее уже более ощутимой. И даже на высокой громкости эти низкие частоты остаются очень контролируемыми, быстрыми и упругими, никаких там смазанных ударов, никаких лишних вибраций, все всегда подается предельно четко и чисто, как уже в самых настоящих флагманах, что за $279, ребята, ну это просто действительно впечатляет. И в итоге низкие частоты в Zigat Crescent это просто потрясающее сочетание глубины, массы, быстрого отклика и текстурности, с выраженным мидбасом, который добавляет музыке драйва и энергии, делая звук одновременно контролируемым, эмоциональным и максимально увлекательным. Ну а средние частоты в наушниках Zigat Crescent сразу поражают своей чистотой и естественностью. Они очень сбалансированные, нейтральные и честные, поэтому тут ничего не выпячивается излишне вперед и не теряется на фоне остальных диапазонов. И вокал здесь раскрыт особенно удачно, поскольку в своей подаче он очень прозрачный, достаточно плотный и живой, с правильной эмоциональной насыщенностью, и при этом он остается полностью естественным, не утомляет и не звучит как бы искусственно и излишне энергично, как уже в наушниках с более явной Harman настройкой. А вот инструменты хорошо сохраняют свои натуральные тембры, и, например, акустические, электрогитары, струнные, духовые или те же рояли звучат в этих наушниках очень убедительно и телесно, и в каждой партии чувствуется та самая характерная плотность и сама текстура инструмента, и при этом всем они не смешиваются в какой-то единый и поджатый слой, а наоборот, все всегда находится словно на своем месте и легко различимо, и особенно это заметно в очень сложных аранжировках, где сразу несколько инструментов играют одновременно, и все при этом остается очень прозрачным, четким и структурированным, да так, что любители послушать симфонию точно будут довольны. Хотя подождите, любители металла и в целом такой быстрой, хлесткой и задорной подачи тоже здесь будут довольны, поскольку переходные процессы у этих наушников очень быстрые и реально уверенные. Crescent реагирует на любой звук буквально мгновенно, благодаря чему атака каждого инструмента или вокального акцента очень точная, без размазывания или какого запоздания. И уже в динамичных треках это создает для нас ощущение такого живого и словно естественного движения музыки, где ритм ощущается буквально физически, а не только слухом. И при этом я отмечу, что средние частоты точно здесь не сухие, не скучные в своей подаче, поскольку тут есть как и достаточное насыщение, так и характерный драйв, чтобы музыка уже звучала более наполненно и с большей эмоциональной глубиной, но без ощущения какой-либо пустоты. И слушая уже, например, акустику, джаз или вокальные партии, ты сразу ощущаешь натуральность тембров и живость исполнения, а в роке или электронике уверенность и плотность каждого инструмента, которые держат как бы всю композицию в балансе. И в целом средние частоты в Zigat Crescent это максимальное сочетание прозрачности, натуральности, плотности и эмоциональной насыщенности. Они создают ощущение, что музыканты находятся словно рядом, а инструменты живые и всегда отчетливо различимые, а звук при этом остается цельным и гармоничным. И этот диапазон не просто как бы поддерживает музыку, а он будто делает ее более выразительной, вовлекающей и максимально приятной для длительного прослушивания. В общем, любители такой подачи точно будут довольны. Но высокие частоты в наушниках Zigat Crescent поражают своей прозрачностью, чистотой и просто какой-то невероятной детальностью. Они очень быстрые, отзывчивые и позволяют вам легко услышать даже самые тонкие нюансы записи, будь то какие-то легкие гармоники, тихие акценты перкуссии, дыхание вокалиста или просто рельеф струнных инструментов. И этот верх я бы описал прям как живой, тонально правильный и при этом очень динамичный и взрослый. Но самое главное, что он абсолютно не утомляет слух даже при продолжительном прослушивании, поскольку здесь он был отлично сбалансирован. И именно такой верх позволяет вам услышать все микрооттенки и мелкие детали, которые уже в менее продвинутых наушниках остаются скрытыми, а иногда даже потерянными. И этот верх прям хорошо раскрывает все пространство, делает композицию живой, объемной и реалистичной. При этом он не выпрыгивает из
излишне вперед, не перегружает ваш слух и не вызывает усталости, а наоборот, этот верх словно был гармонично вплетен в общий звук, добавляя хорошее такое ощущение воздушности, прозрачности и общего ощущения легкости во всей подаче. И особенно мне нравится, как эти наушники отлично справляются как с простыми акустическими аранжировками, так и уже с более насыщенными оркестровыми композициями, где сразу играет очень много инструментов одновременно. И здесь каждая тарелочка, каждый звон колокольчика или легкое шуршание щеток по барабану остается различимыми, не сливается в какую-то общую массу и не теряет своей формы. То есть этот верх не только был безумно информативен, но и обладает правильным послевкусием с естественными затуханиями и реверберацией на фоне, что создает для вас эффект настоящего присутствия в реальном зале. И в целом высокие частоты в Zigat Crescent это просто какое-то безумное сочетание скорости, детальности, точности и техничности. Они дают вам возможность разглядеть абсолютно все нюансы записи, добавляют реалистичности, воздушности и большей открытости звуку, оставаясь при этом комфортными и ненавязчивыми даже в долгих сессиях прослушивания. И этот верх создает ощущение буквально полного контроля над деталями и делает музыку живой, насыщенной и очень увлекательной. Но звуковая сцена в наушниках Zigat Crescent впечатляет своей широтой, глубиной и естественной пропорциональностью. Она создает ощущение такого настоящего пространства, где инструменты и вокал располагаются естественно впереди, а иногда сзади и по бокам, и при этом все всегда остается четким и различимым. И даже в сложных густых аранжировках можно легко следить за отдельными партиями, и при этом эта сцена не теряет своей общей гармонии и целостности. Но глубина сцены была очень тщательно проработана и многослойна. Передний план ощущается всегда к нам ближе, а средний план передает всю плотность и телесность инструментов и вокала. Ну а задний план добавляет пространство и воздух, создавая эффект такого живого настоящего выступления, или я бы сказал студийной записи. И при этом эта сцена остается очень прозрачной и воздушной, ничего не размазано и у вас нет ощущения какой-то искусственной ширины, где детали просто теряются или смешиваются в одну непонятную кучу. И при этом точность позиционирования инструментов здесь реально на высоте, поэтому вам легко определить, где находится ударная установка, где вступает бас, где звучит вокал или основной инструмент, и каждый элемент в миксе занимает свое место и ощущается всегда очень естественно, без какого-то искусственного выделения или утопления в миксе. И эта сцена создает ощущение, что музыка звучит буквально вокруг тебя, а не просто в голове. Поэтому уже в очень сложных композициях вам легко различить какие-то нюансы, поскольку тут хорошо слышны все микродетали и общее взаимодействие инструментов, но при этом музыка всегда остается цельной, сбалансированной и комфортной для прослушивания. И в итоге звуковая сцена в Zigat Crescent это просто отличное сочетание ширины, глубины, прозрачности и точного позиционирования. Она создает эффект присутствия, позволяет вам различать каждый инструмент и вокал и делает композиции живыми и очень увлекательными, а прослушивание очень комфортным и погружающим. Ну а вывод по гибридным наушникам Zigat Crescent у меня получился таков. Это именно те наушники, которые сразу цепляют и оставляют только положительные эмоции. И они дарят вам настоящее удовольствие от прослушивания, заставляют возвращаться к любимым трекам и замечать в них какие-то новые детали. И при этом они очень удобные, комфортные для длительных сессий и продуманные буквально до мелочей. И тут, друзья, сразу видно, что производитель действительно уделил внимание каждой детали, начиная от дизайна, заканчивая звуком, благодаря чему эти наушники сразу вызывают доверие и желание слушать музыку долго, полностью погружаясь в нее. И они не просто радуют ваш слух, а создают такое правильное настроение, вовлекают и дарят кайф от самого процесса. Поэтому без всяких сомнений Crescent смело попадает в мой личный топ этого месяца. Это те наушники, к которым хочется возвращаться буквально снова и снова, независимо от жанра или настроения. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!